Если вдруг не слышно, обязательно напишите в чат. Сегодня попробую сделать стрим сам, потому что было множество запросов по поводу поиска точек входа, работы с алгоритмами, ну и в целом общей концепции торговли. Давайте посмотрю, идет ли эфир, все ли в порядке. Так, эфир запустился, ну отлично. Наверное, сейчас пятница, людей будет не так много на прямой трансляции, но я думаю, те, кто посмотрит в записи, обязательно пролайкают. Вас тоже прошу, если еще не поставили лайк, обязательно лайкнуть. Если не подписаны на канал, то обязательно подписаться. У нас появился канал в Твиттере. Также рекомендую подписаться и там. Ну и чат, Телеграм-канал. Тоже все ссылки найдете в описаниях. Также ссылочки на биржи, на которых я торгую. Ну, что бы хотел сказать в первую очередь. Давайте сразу поставлю график биткоина. И, наверное, поговорим в целом о том, что происходит в макроэкономике, чего ожидать, чего не ожидать. Вот так, наверное, сделаем. Так, ну, на что бы я хотел обратить внимание? Наверное, в первую очередь на то, что у нас произошло буквально вчера, по-моему, или позавчера. Председатель Федеральной резервной системы у нас немножко охладил рынки. То есть достаточно ястребиные были заявления с его стороны. Ну и рынок отреагировал соответствующим образом. Еще буквально день назад прогнозы по снижению ставки на 25 базисных пунктов, которое будет происходить 18 декабря, были практически 80 с лишним процентов. Сегодня они показывают 62. Может быть, что-то изменилось. Сейчас обновлю страничку. Посмотрите, даже 58. А на январское снижение больше половины участников рынка считают, что будет ставка оставлена без изменений. Ну, в целом, я думаю, что последний рост, он понятен с точки зрения того, что есть вероятность так называемого наступления золотого века, исходя из того, что нам вещал в предвыборной кампании новый президент США Дональд Трамп. Это не только касается крипторынка, но и в целом ослабления регуляторного давления на рынки. Ну и инвесторы также, хотя это было известно, но все равно достаточно позитивно отреагировали все равно на снижение на 25 базисных пунктов, которое было недавно. Сейчас биткоин уперся в сопротивление, если смотреть по локальному FIBA, 2,618, двукратное золотое сечение. Пытается закрепиться выше 1,618 на отметке 81, это я смотрю недельку. Но можно сказать, что 2,618, вот 92, это то, куда нас хотели провести повыше. Сразу обращаю внимание, индикатор, причем оба индикатора давали сигнал 6 ноября на дневном таймфрейме, сами без настроек. И если говорить о том, как правильно выходить из позиции, если идет работа по алгоритмам код, то я уже это, наверное, показывал на стримах, но покажу еще раз. Ключевыми моментами выхода из позиции являются два фактора. Первый – это изменение цвета свечи, и второй – это изменение значения волны difference momentum. Она находится вот здесь, оранжевый показатель. И посмотрите, цвет свечи не поменялся, но весь период это значение положительное. На 9 свече оно ушло в ноль и сейчас уже показывает отрицательное значение. То есть вероятность того, что следующая свечка все-таки будет на дневном таймфрейме, ну, либо такой же, то есть боковичок будет, либо, то есть она будет с продолжением инерционного такого засвета по алгоритму Sequential, который встроен в код A, либо она уже будет медвежья. Коррекционное движение созрело, но в ближайший день, конечно, я думаю, что вероятность того, что мы попытаемся еще раз взять 92, присутствует, после чего, скорее всего, будем корректироваться.
И это вызвано как раз-таки тем, что сказал Пауэлл по поводу того, что ставка не будет изменяться. То есть рынок в целом в глобальном масштабе оценивает позитивно а, все последние события того, что происходило. Поэтому я думаю, что бычий рынок еще не завершен. Я вот смотрю, что тут у нас пишут специально запустил, на какой отметке ожидают биткоин, и вот 47% ждут на отметке 120. Кстати, вы пишите в чат, если что-либо интересно насчет технической части, да, или что-то, может быть, посмотреть с технической точки зрения. Только прошу сразу не писать какие-то альткоины, которые вчера появились, потому что технически их рассматривать очень сложно, у них просто нет графика банально. И вот если говорить о том, что у нас есть потенциал дотянуться до 120, то я сейчас построю другое FIBA, и будет видно оно более правильное, наверное. Это FIBA построено по локальному расширению на предшествующем бычьем рынке. И вот 120 – это отметка как раз-таки золотого сечения. И потенциал дотянуться до этой отметки у нас сохраняется, но это ближе, наверное, к концу года, началу следующего года. Сейчас, после последнего забега, какая-то коррекция нам нужна. Насколько она будет глубокая, ну, предсказать достаточно сложно. Может быть, будет совсем не глубокой. То, что нас потащат повыше, вероятность достаточно большая. Очень многие задаются вопросом наступления альт-сезона. Это у нас двухчасовой, вот. Или я... стоп, я строил, наверное, это на тотале. Сейчас мы с вами посмотрим тотал. Очень интересное наблюдение. Только я вот не помню, я строил его на втором или на третьем это наблюдение. Наверное, на третьем, без эфира. Да. Значит, посмотрите. Вот с момента, когда альтсезон наступал, до предшествующего халвинга в прошлый раз, в 2020 году, у нас было примерно 240 дней. После чего начался прям вот активный рост. Я прям специально поставил первую такую прям яркую свечу. Вот она, на недельном таймфрейме. После чего начался забег. Сейчас, если говорить о том, что у нас рынок стал достаточно взрослым, я думаю, что этот период могут оттянуть. Но если поставить то же самое количество свечей, то это где-то середина декабря, когда альткоины могут начать оживляться. Но самое, что интересное, что и в прошлый раз, и в этот раз, вот если говорить о прошлом разе, момент прорыва соответствует прорыву 0,5 FIBA, также построенный по расширению, вот здесь. И именно прорыв 0,5 FIBA ознаменовал, ну то есть тест, еще один тест и прорыв, ознаменовал начало такого бурного альт-сезона. Это без эфира, это Total 3 и без биткоина. Если сейчас говорить о том, что происходит, смотрите, тоже 0,5, только расширение построено уже в последнем забеге. Даже индикатор сейчас код SM подсвечивает нам слом структуры медвежьей. И продолжаем движение вверх. И вот как раз-таки вся медвежья структура на тотале находится вот на границе 0,5 FIBA на отметке 838 миллиардов. Соответственно, если мы прорвем эту отметку, начнется полноценный альт-сезон. Дальше у нас 618 золотой карман, но в принципе это уже не будет особо сильной помехой, я так думаю. Сейчас индекс страха у нас зашкаливает, поэтому, как я уже сказал, коррекция нам нужна. Альт-сезона нет близко, и думаю, что в ближайший месяц, даже если биткоин начнет после коррекционного движения, продолжит, вернее, возрастать, альты будут расти, ну, по крайней мере, эфир точно будет стараться следовать за ним. Вот, но наступление пока полноценного альт-сезона, который все ждут, его еще нет, но уже где-то недалеко. Уже где-то недалеко. Также хотел обратить внимание, что вот последний слив еще как раз-таки произошел на фоне того, что говорил Джером Пауэлл. Посмотрите, с ETF в моменте 14 ноября вывели
400 миллиардов. Или это миллионов? Миллионов. 400 миллионов. А вот с эфира всего 3. То есть забег биткоина был настолько актуален для институционального капитала, что они страховались вот этим выводом сейчас буквально в моменте. А эфир так не реагировал. Соответственно, если бы сейчас эфир был в действительности перегрет, так же, как и биткоин, и на таком же забеге, то есть мы понимаем, что за эфиром идут альты, в частности, сейчас в этом цикле, скорее всего, будет происходить именно так. Но, скажем так, ключевые альты, да, интересные альты. А, С эфира выход был бы гораздо существеннее. Поэтому эфир у нас только-только начинает забег. Можем его сразу же посмотреть. Кстати, если интересно, могу фоном включить музыку. Не все любят. Кто-то любит, кто-то не любит. Если что, напишите. А, МС сегодня, к сожалению, не смог, но ссылка у него есть, постарается. У него там семейные вопросы, и если получится, он зайдет. Ссылочка у него есть, просто его не стал анонсировать в заставочке, потому что у него непонятно, получится или не получится. Но будем надеяться, что успеет. Если в ближайшие там 40, 30-40 минут успеет, то хорошо. КСМ глобально на этой бычке. Значит, поход на 80к вероятен для скопления крупных ликвидаций. Относительно крупных ликвидаций, давайте посмотрим, где у нас тут ликвидации. Можем посмотреть за неделю. Ну, Binance сразу поставлю. 85, скорее. Исходя из того, что я вижу, 85. И верхняя планка находится как раз-таки на отметке 92. Вот могут сейчас потащить туда, ликвиднуть и продолжить чуть-чуть корректироваться. Такое развитие событий в ближайшие дни может произойти. Потому что 6 часов, смотрите, чуть-чуть подостыло в боковичке, но не закончило свое движение. То есть у него была попытка сейчас толкнуть... это эфир, стоп. Я думаю, что-то не так с ним. Вот. Вот они 6 часов. У него завершается вот такая локальная коррекция по 6 часам. Он всего 7 свечей отыграл, причем восьмую тоже, хотя она зеленая, подсветил как шортовую. Кроссовер нарисовал, и у него есть заворот по моментуму. То есть не до конца пошел полностью в зеленом денежном потоке. Поэтому потенциал того, что чуть-чуть отскочим, по крайней мере попытаемся взять предыдущий дневной хай, посмотрите, он на отметке 91 800. Ну и это сопоставимо с тем, что у нас вот где-то в этой зоне начинаются прямо вот отсюда, с 91 800, посмотрите, начинаются потихонечку расти ликвидации. Выше могут не дать, давление медведей может быть чуть посильнее сейчас, поскольку именно ястребиные настроения Пауэлла, они как раз сыграли сейчас ключевую роль. Но новости мы знаем, что они подходят уже потом. Дальше график восстанавливается и начинает уже работать технично. Сейчас, кстати, на 2 часах. А на 2 часах будем сейчас тестировать вот эту вот ликвидность. 87 600, скорее всего. Потому что все завернулось вниз. Да, абсолютно все. Поэтому можем чуть-чуть ниже отправиться. Можем час посмотреть еще. То же самое, начать уже кроссовер. Да, идем потестировать ликвидность. И здесь уже может быть остывание по параболику тоже. Кроссовер есть. Да, можем подвигаться чуть ниже. Это на часе. Но в целом закол еще может быть. Не закончили они еще. Поэтому вынос как раз таки стопов в зоне 91-92. Вот тут. Ну, был бы, наверное, интересно. Так, что можно еще сказать из того, что происходит? Я показывал как-то на стримах предложение краткосрочного и долгосрочного держателя, если помните. Я говорил, что будет разворот, мы были где-то примерно вот здесь, рисовали эту яму. Или здесь, я уже не помню, если честно, где это было. Но если вот так приблизить, когда предложение долгосрочного держателя падает,
биткоин начинает расти, и падение пока продолжается. И тоже справедливо, только с точностью да наоборот, для предложения краткосрочного держателя. Здесь наоборот. Когда начинает расти, а мы были где-то вот тут в яме, по-моему, на ОМС, по-моему, кажется, на стриме это я показывал, СМС, вернее. И ну, предполагалось, что будет рост участия краткосрочников, ну, собственно говоря, вот этот забег и произошел. То есть технически двигались хорошо. Еще золотой, по-моему, был где-то у меня. Куда он делся? Вот он. А вот этот работает вообще идеально. Один из любимых моих чартов, золотое сечение. Смотрите, как четко идем в зону аккумуляции. 95. Мы почти до нее дошли. Чуть-чуть осталось. И если будет такая же картина, как в предыдущем цикле, да, вот здесь, то мы с вами можем потрогать 120. Как раз я вижу, что и большинство в чате, в вопросе, как раз таки, ну, вопросники как раз таки предполагают эту зону. Было бы очень интересно это сделать. Причем самое, что тоже мы, по-моему, с криптохамстером этот чат разбирали. Если кто не видел стрим, посмотрите. Видите, здесь есть еще увеличение по FIBA, трехкратное, пятикратное, восьмикратное, 13-кратное и 21-кратное. Не совсем по-русски сказал. Оно исчезло вот здесь, в предыдущем бычьем рынке. Больше оно не рисовалось. Причем рисовалось все 5 в начале роста, потом ушли на 4, потом ушли на 3, потом ушли на 2 в 2018 году, потом ушли на 1 и сейчас не рисовали вообще. То есть перехая по FIBA, по золотому сечению не было. Но потенциально то, что мы можем вот эту отметку все-таки задеть, у нас такая вероятность сохраняется. Так, дайте чат посмотрю. Кто-нибудь что-нибудь пишет? Кому-нибудь что-нибудь интересно? Ой, что там много написано. Пустите МС. Куда вы пустите? О, какая красота. МС. Молодцы, что написали, а то я не вижу вообще эту историю. МС подключается. Сейчас я тогда ему звук еще дам. Подождите, тут же настроить все надо. Не так просто. Так, Zoom конференция. Конференция Zoom. Окей. Окей, звук. Звук должен быть. Если вдруг не будет, вы скажите. Так, всем привет, слышно меня? Да, МС, приветствую тебя, приветствую. Да, вы мне еще видео раздайте в Zoom, пожалуйста. Сейчас для вас вообще без вопросов. Так, а что вам раздать? Десктоп весь. Да ваш экран просто, вот где вы показываете, и Сейчас его найти надо, этот экран. Весь экран. OBS Studio. Вот это что ли? Наверное. Или нет, это не оно. Секундочку, Google Chrome. Во. Сейчас. угу, Как у все вас вижу. дела? Давно не слышал. Да, все Так, отлично. так, подожди, Домашние сейчас проблемочки я и это съели. сверну. Вот. Ну, как всегда. А у меня последний денек, решил напоследок сделать стрим. Дальше стримить будем уже из Китая, либо с Хайнани, либо с Гуанчжоу, а потом уже из Таиланда. Ну, отлично, у нас тепло и весело, приезжайте. Да-да-да, к вам я не поеду. Я не хочу там ходить в лесу между деревьями. Не очень хочется. Мне, пожалуйста, пальму, кокос и коктейль. Но я думаю, что постримим, еще видосы Все позаписываю, в канал включено, покидаю. да, все Тут включено, ребята что-то плюс. писали, сейчас отвечу быстренько на вопросы. Поход на 80к вероятен, да, все верно. МС, я тут, пустите в Zoom, я этого не видел. Пока биток альту опускать не хочет. Биток альту опускать не хочет, никто отпускать биток не хочет. Ты веришь в мощный потенциал L2 на эфире? Какие фундаментальные монеты удерживаешь в портфеле? Много раз вот ВАК пишет, 3 семерки, 1 ВАК. Я не удерживаю альткоины вообще. Я ими торговал только, никогда их не удерживал на долгий срок. И имею плохой опыт с альтами, когда только начинал на крипторынке вообще, в принципе, свою торговую деятельность. Поэтому только биткоин, only биткоин.
Дальше пустите мест, да, слышно. Все. МС, вас слышно? В целом, я хотел сказать все, что хотел сказать, сказал. Единственное, что не разбирал сделки, хотел их потом показать, но это можно сделать потом. Поэтому я дам вам Во, слово. вот отличный экран, прям супер. Ну, вот этот. Да, А, я частично послушал, что вы говорите, что сейчас не до конца падение продолжается, что пытаются отыграть наверх. Да, пытаются. Пытаются, Но пытаются. 91 пытаются цена, отыграть. цена сейчас находится в price action. Price action, для всех, кто не знает, это когда цена находится там, где она еще никогда не была, где индикаторы еще не работают. Обычно такие вещи торгуются по сетапам и паттернам, что проще. Самый простой это свечной анализ, что в принципе вы и показали правильно. Вот. Единственное, что сейчас меня на рынке смущает, это не Пауэлл, это меня смущает эфир больше всего. А, Почему-то его задерживают, либо его не добрали, потому что каждый день на Coinbase равномерными суммами уже в течение 4 месяцев заводит каждый день по несколько раз по 10, 11, 12, 13, 15 тысяч этих эфиров. Несколько раз в день заводят. Скорее всего, это как раз и есть обеление эфира, тот, который они набирали ранее. И, скорее всего, они его до конца еще не выбрали. Поэтому не пускают цену. Так как этот рынок весь манипулируемый на 100%, это идет игра институционалов. И именно по этой причине, что это игра институционалов, что в такой большой цене участвуют институциональные деньги. А они пришли сюда не на один день, они пришли сюда надолго. Значит, они не собираются прямо сейчас это продавать. Ну и опять же, в сетапах и паттернах, которые мы сейчас видим на экране, нет пока распределения. Это говорит о том, что цена пока к падению не готова. Насколько долго может задержаться флэт? Ну да, может быть флэт. Но пока, опять же, я не вижу структуры, которая показывает, что вот еще долго там будем мы флетить. Месяц, два, три, четыре, пять, 10. Такого не видно. Видно о том, что они торопятся цену задрать. Именно задрать. Потому что все рынки всегда толкали именно розничные покупатели. Именно вот финальную часть, имеется в виду публичное участие. И сейчас розничных инвесторов в этом публичном участии пока не видно. Почему не видно? Потому что тот объем, который выкуплен по количеству битков, и тот объем, который был заведен тезеров, буквально за последние 3 дня завели 3 ярда, это и ровно настолько было откуплено. То есть эти деньги они завели под себя. Не знаю, что они должны такого хорошего сказать, или какую цену они должны на графике показать, чтобы институциональные инвесторы срочно, прям бегом побежали, вернее, розницы, то есть мы с вами побежали в припрыжку срочно откупать биток на рынке по любой цене. Не знаю. Будут ли они рисовать длинные большие фитили очень высоко, чтобы у людей было не фома, а чесотка. Хотя, с другой стороны, вот сейчас, если смотреть паттерн, самый главный, который я говорил год назад, о том, что у нас даже больше чуть года, о том, что у нас рисуется паттерн параболический, параболик, то мы находимся в финальной его части. Именно в финальной части. И там есть вот эта маленькая остановочка, там, где мы находимся. А мы находимся, я просто не могу график показать. Э, Я сейчас включу его. Да, Сейчас, секунду. вот включите его, пожалуйста. Сейчас скажу. Скажите, где? Сейчас я его Да, очищу. от 5 ноября, чтобы рост нам видно было.
На классических Вот. свечах, Да, правильно? да, только вы его все время сплющиваете, а мне надо, чтобы Дневка, он длинный. Еще, д- еще, еще. Да, отлично, все супер. Еще. дневку или О, 6 часов? вот так. Вот супер. Вот смотрите. Здесь все пытаются найти голову и плечи. Нет пока здесь головы и плеч. Включите, если можно, индикатор объем. МС, еще Волюм. раз, вопрос. Дневку оставить или 6 или какой? Оставьте как есть. 6 Оставьте как часов. есть. Все, Вот. да. Просто включите индикатор объема. Волюм. Вот. И поднимите его прямо под график, чтобы можно было видеть. Вот. Э, Не показан здесь еще пока голова и плечи. Пока ее не видно. Мы видим первые два движения. Первое движение с 6 числа по 11. Это как раз тот момент, когда они начали пампить цену. Можете как-то выделить это, что ли? С 6 по 11. Прямо на графике. Вот первая свечка 6 числа. Ага. 6. Еще раньше. Вот свечка. Прям, да, вот от него. От нее, да. Докуда? И до 11 числа. Вот. Это, ну, неважно, пускай будет вот так. Это было первое движение. И дальше от 11 до сегодняшнего дня идет второе движение. Еще тоже, если можно показать. Да. И вот пока идет второе движение. Оно примерно одинаковое в 20 баров. Еще 20 баров будет, так же, как и здесь. Вот примерно так. То есть это у нас всего лишь только два. Если смотреть по ДОУ, у нас три движения. Публичного участия еще не было, как я и говорил. Вот третье движение, которое должно состояться, еще одно наверх, это как раз и будет публичное участие. Что они объявят, что они скажут. Возможно, институционалы красиво сыграют на словах этого Трампа, который кричит во всеуслышание, что надо срочно откупать биток. Сегодня говорящая голова Майкл Сейер объявился, который сказал, у правительства нет другой задачи, как откупить биток срочно на 150 триллиардов долларов, чтобы закрыть бюджетную дыру и закрыть этот, как он называется, госдолг. Он прям в открытую кричит, ему не просто красные глаза там нарисовали, а уже глаза на выкате ему сделали, Майклу Сейлору. Вы видели, да, эту Я вот новость? пытаюсь сейчас его найти, что-нибудь он публиковал. У меня вроде бы была подписка на него. Не, Вон он нету. ниже, внизу Был он он? сам. Илон Вон он. Маск это. Нет, выше, следующий, снизу Да. второй. Вот он, все, нашел. Вот это выступление, наверное. Ну, там оно у 2 вас часа не по назад. датам. Нет, еще раньше было. Оно было... э, Он в Давайте вот так, космосе чтобы... уже. Он уже на корабле не плавает и уже не пускают в порт. Видимо, да, он уже на станции МКС находится. Планируем вечеринку 100К 13 ноября. Так, банк с биткоин. Это Есть он пусть, это, наверное, чужой какой-то. Это вот ниже, опустите, там, где голова говорит, вот еще ниже. Вот это? Вот Мы считаем, где-то, что биткоин по-моему, может стать следующим стратегическим резервным активом. вот, да. Это вот как раз, где они говорили именно с Сейлором. И там Kind Сейлора of what these показали, он centimillionaires сидит у think себя about опять this в этом election. кабинете. И в этом кабинете он опять там объявляет во всеуслышание, что все, Трампа нет других задач, как откупить. Возможно, будет какой-то небольшой намек. Потому что, во-первых, это игра институционалов, это институциональные деньги, а нужно загнать людей. А людей можно загнать только тем, что государство на государственном уровне скажет, ну да, интересная задача. Вот когда и государство скажет, да, интересная задача расплатиться долгом с биткоином за долги государства, вот я думаю, что народец-то побежит и будет хватать не просто этот биткоин, даже и по любой цене. Потому что доллар нафиг нужен, нужен только биткоин. Вот я думаю, это как раз то самое и есть. Вот женщина, она, наверное, специалист в криптовалюте, в блокчейнах. Видите, как Ну, она похоже уверенно, очень. очень, да, уверенно говорит, скорее всего, рассказывает про карданы. Ну, что там, суть, короткое видео, можно потом перевести, посмотреть. Нет, надо это, чтобы у этих у XRP была чесотка, это она говорит про XRP. М. Вот. Вот еще какое-то выступление у него было 11 ноября.
Но это предвыборный митинг, это После, неинтересно. Вот самое главное. послевыборный митинг. Да, это неинтересно. Самое интересное то, что он сказал именно в интервью о том, что у государства нет другой задачи. Поэтому остается только одно. Сейчас не надо кипишевать. Не надо продавать свои альткоины, которые не растут. Они не должны сейчас расти. Нет перелива из биткоина в альткоины. Как только будет перелив из альткоинов в это, из биткоина в альткоины, и опять же, не все ваши альта сразу полетит, сначала перельют в эфир, потому что основная, главная игра будет на эфире. Цену обещают очень интересно. Судя по тому, как они делают, я думаю, что цена в 12-15 тысяч долларов вполне достижима. Я не говорю, что так будет. Я просто говорю, что вполне достижимо при тех задачах, которые они поставили. Потому что сейчас они запустили ETF и пытаются из одних рук в другие руки перелить эфиры. А дальше у них следующая задача на 25 декабря им разрешат делать опционы. Опционы на этом эфире. Вот если на ЦБОЕ, который ЦБОЕ биржа, если на нее разрешат сделать опционы на эфир, цена тогда очень хорошо улетит. Потому что с опционами играют большинство институционалов. Потому что это тоже их часть хеджевой стратегии. А уже потом, когда отыграет эфир, вот тогда из биткоина и с эфира деньги польются рекой. Почему рекой? Потому что цена биткоина выше, чем в прошлом сезоне, уже в 2 раза. При условии, что даже очень сильно размазана цена по большому количеству альткоинов, которые в рынке сейчас существуют, это значит, что все-таки может быть какая-то альта из старого состава не покажет прям сильный рост, но новая альта, которая показывает большие перспективы, мы же не знаем, какая альта будет перспективнее, но какая-то полетит прям резко, много. По старой гвардии от 10 иксов я все-таки жду. От 10. Это не говорит, что там некоторые ждут 100 иксов, 200, 500, миллион. Не будет миллиона и 500 не будет. Но вот от 10 иксов старая гвардия будет зарабатывать. К этому надо готовиться. Litecoin, Ripple, Classic, эти ребята, старая гвардия. Ну, с Риплом я бы не стал бы даже связываться, даже если завтра объявят, что реплоидам поставят памятник нерукотворный. Я бы не стал в него заходить никогда. А, Из более интересных это BNB. Жду его в район до 3000 долларов. Могут его поднять. Может быть, не так резко, как есть, но готовятся к тому. Многие будут смеяться, что 3000 там, долларов МС сказал. Это мои хотелки, даже не хотелки, а чесоточные хотелки. То есть хотелось бы, чтобы такая цена была, потому что у меня BNB там лежит, запасик небольшой. Э, Биткоин кэш, Кстати, мы да, BNB, по-моему, с вами смотрели в прошлый раз. Его просили показать. Он четко границу канала потрогал регрессивного. И также рисовали. Я прям вижу, что это вот уже нарисовано было. вы прям А, по Фрейду. да-да-да. Вот это накопление и верхняя его граница. Вот они его тестируют. И здесь индикатор Да, как раз подсвечивает зону справедливой стоимости. да, потрогал и не пошел. Это именно Да, по Фрейду. по Фрейду, да. Кто Ну, еще был? Лайткоин? да, лайткоин. Ну, лайткоин все-таки более платежный инструмент. Более платежный инструмент. Э, Скорее всего, его опять пропампят, и он будет так ходить в каком-нибудь ценовом коридоре до 400 и вниз. Но все равно, даже от текущих цен, это все равно 5 иксов как минимум. Но они А, все как будто бы, вот если смотреть на такие старенькие альты, они все такое ощущение, как будто прям в ожидании. Прям видно, что их... Альта в ожидании, поэтому не вздумайте никто продавать альту, которую уже набрали. Не пугайтесь, когда вам кто-то, какой-то дурачок говорит, альткоины никуда не полетят, они все это умерли и так далее. Этот человек либо не понимает, как этот рынок работает, либо вот есть такие городские сумасшедшие, он стоит на перекрестке и кричит, Господь всех накажет. Вот, вот это вот из этой серии городских сумасшедших.
На них обращать внимание не надо. Это люди, которые не совсем понимают в рынке. И я тоже считаю, что не с эфиром даже, а, наверное, биткоин с эфиром, а потом уже вальту. Ну, все Тоже правильно. обратил внимание на Сначала, графики, и сначала прям видно. биткоин, Сначала биток, эфир, потом альты. да. Видно. И по ценам. Я немножко пересчитываю, сейчас сижу. Моя цель была 98. Сейчас немножко поднял цель до 112. Пока. Но По опять же, это битку, не значит да? по битку. Это не значит, что я действительно согласен, что туда должна цена прийти. Но вот в 112 пока на нее рассчитываю, на эту цену. От 98 до 112. У меня несколько расширений построено. А, Первое у него, ну, понятно, 93, сейчас 97, а 120 это золотое сечение. И еще есть одно, где оно было? Совсем, первое совсем локальное, а это чуть-чуть подальше. У него есть 102 и 109. Кстати, кого-то слушал, недавно тоже про 102 говорил в Твиттере, из таких известных. Тоже говорил Она, 102, даже чарт мне да, а попадался. нас таких сумасшедших тоже много. Вот я же не говорю, что я не сумасшедший. Я, может быть, еще больше всех сумасшедших. Да не, ну у него потенциал Может есть, быть, но просто у него сейчас есть он остыл. потенциал. У нас Чуть-чуть. есть потенциал, но здесь задача сейчас институциональных инвесторов всех пригласить в рынок, а потом резко обломить. Обломить зачем? Чтобы люди слегка разочаровались. Разочаровались и начали продавать. Это будет уход в медвежку. Уход в медвежку будет не такой, как он был в 2021 году. Не будет вот этих разнопиков, не будет вот этого всего скакания. Цена Вот дойдет до этого какого... может не быть, да? Вот эта история. Я думаю, что такого не будет. Я думаю, что цена дойдет до какой-то цены, ну, допустим, она дойдет, вот у вас нарисовано 120, вот, к примеру, дошла она до 120, некоторое время она там постоит, создадут иллюзию, что будет готовиться поход наверх, народец деньги приготовит, нарисует какой-нибудь небольшой фитилек, всех хомяков, как на шампур, насадят, и цена поедет резко вниз. И все. И это будет резкий уход в медвежку. Отскок дохлой кошки, как всегда, он есть на любом графике. Здесь он тоже будет, потому что нужно все-таки обобрать до конца тех хомяков, которые не все дошли. Поэтому я думаю, что все-таки обберут и будет, который параболик паттерн, он отработает. Может, это уже было? Нет, еще не было. Нет, я имею в виду вот эта вот история, когда первый хай, потом снижение, потом дальше забег. Поскольку у нас-то хай-то мы переписали до халвинга в этот раз. Это вообще не важно, когда был переписан хай, это вообще не имеет значения. Я имею в виду, что вот эта вот Мгм. история, что она уже произошла. Ну вот тут. Да, мы уже все, Я вот мы об этом. сейчас... Я всегда говорил, что именно вот где-то, я не скажу точно, но это был, может быть, середина 23-го года. Я сказал в 23-м году, что, скорее всего, мы будем отрабатывать 2013-2014 год с двумя пиками. Первый пик мы отрисовали на халвинге. Сейчас мы отрисовываем отскок дохлой кошки, как якобы который. Но это поход именно 2014 года, когда в 2014 году все закончилось. Откройте BLX и посмотрите, что там было. Найти было еще. Не помню, где он. Брайв Liquid Index. Нет, вот он. Ну, ну это у вас против МС-1, Против чего? 2? М1С, это который против денег. Нет, чистый BLX откройте, недельный. Ну, это к печатному станку, да, Брайв сейчас. BLX. Был X. Вот он. Брайв Liquid индекс. Вот он. Ага, биткоин. И недельный. Недельный стоит. Месячный. Да. Поставьте логарифм и 13-14.
Автомат еще включите, самое главное. Вот теперь двигатель 13 14. И автомат. Букву А там нажмите, пожалуйста. Вот, отлично. Куда двигаться? И Какой год? вот 13 14. Зачем вы все время сужаете? Включите, пожалуйста, Вот. автомат. Нет. Автомат. Да. Вот это? Где Вы не 13? включили? Не включили Включил, букву включил. А. Ага, отлично. Теперь раздвигайте график. Вот на этом месте раздвигайте, раздвигайте. У вас слева остается... Вот, теперь слева 12, это 13-14 год. Посмотрите. Вот они. Первый пик. Выше, Вот это? выше рисую. Вот он, да. Это 14 год. Ну куда же все время... Да, вот он. Все. Я даже по таймингам это разрисовывал, где какие тайминги были. И показывал это на одном из стримов. Где, куда мы там... По-моему, и на ваших стримах я и показал. Еще раз двиньте график. Раздвигайте его шире. Ага. И на центр экрана нам 13-14 год. Вот. Вот что нас ждет. Я об этом говорил еще в 2023 году, что будет два пика. Вот оно идет. Биткоин – математическая модель. Она повторяет себя периодически. И если она повторяет себя именно так, из-за того, что пришли и институциональные инвесторы, верните 2014 год, именно 2014, и смотрите, как тихонечко мы спадали. Видите? Уже не дадут низких цен на биткоин, как все ждут. Ну, если сейчас цена будет 100, то потом они упадут на 30, и мы там заново откупим. Не дадут. Ну, про 30 говорят, потому что там была очень хорошая зона, которую мы Задайте мне пролетели вопрос, просто. кто не даст. Да никто не даст. Институционал не дадут. Атлант. Я думал, рептилоиды сейчас скажут. Не, рептилоиды у нас этим не занимают. Атланты не дадут. Вот потихонечку мы будем спадать. Нет, Видите, как 30 мы не цена... увидим уже. Я думаю, что даже таких, может быть, как раньше, 85% медвежьих рынков мы можем не увидеть. Потому что деньги институциональные. Они пришли не на Конечно. один день. Они не будут продавать все. Они на себе это забирают. Они будут это забирать себе насовсем, навсегда в накопление. А он у нас кончается. Да, у нас кончается. Вот и посмотрите. Опять у вас не автомат. Нет, автомат. А почему он у вас тогда Я не знаю, не он вот так делает. Он вот так, а здесь уже сужается. Поэтому я его все время хочу вот так раскрыть. Если автомат нажать, он туда. Стоп. Все, понял. Вот, все по-человечески сразу стало. О, видите? Вот у нас то же самое. Два движения, начиная от, это, скажем так, второй половины 23-го года, и два движения вверх до 24-го, до халвинга. Дальше мы спадали, и опять идет рост. Вот они, те самые два пика. Все повторяется как по книжке, как по учебнику. Очень Поэтому технично, и причем в последнее время я тоже слышу, видать, до этого тоже дошло, до различных там топовых, скажем так, инфлюенсеров, условно, которые вдруг увидели на графике, что биткоин техничен. Да, они это видят каждый год, а потом у них каждый год А начинаются потом эти амнезия. вытаращенные глаза, открытые рты и картинки, все пропало, и я захожу на все деньги. С открытым ртом следующее Да, сделаю. вы думаете, Да, возьму стаканчик виски, кокос, под пальмой как, открытый рот. да, кому нужен наш кариес? Ну а что, Давайте, зато народ набежит-то, наконец-то 5000 перевалит. вы думаете? Ну, конечно, на открытый рот-то что не набежать. Надо же Ага, выяснить, чем закрыл, чем закончилось. Не просто так же его рисуют. понятно. А, Ну, в общем, все вот так. У кого есть вопросы, я на вопросы быстренько поотвечаю, потому что мне А надо вот бежать. пишут Я МС, вы посмотрели, МС, получилось у вас посмотреть монету W. По поводу монеты W. Нет, не посмотрел. Теперь принципиально неинтересно она мне, потому что я уже вижу, что рынок подходит к финалу. То, что мне надо, я набрал. Не интересуюсь я лишним, пока я по поводу лишней альты сейчас консервативен. В каком плане? На момент, когда идет медвежий рынок, он начинается, вот тогда надо подсматривать что-то. Когда сейчас медвежий рынок еще не начался, а уже заканчивается финал, скажем так, биткоина и самого забега, или мы находимся в финальной
фазе, то, ну, нет смысла смотреть что-то еще. Если есть запас денег, лучше распределить в то, что вы уже набрали, хотя бы усреднить, если цена низкая. На некоторые альту все-таки дали низкую цену, что радует. Вот человек задает вопрос: Хыбар не поздно брать? Да, конечно, не поздно. Посмотрите его цену. Это пока не поздно. По поводу Хабар. Давайте спасибо, да, посмотрим. спасибо за... ну давайте посмотрим Хыбар. Хидера. Хабар. Хидер. Да, он у меня есть сейчас. На Хидеру вышли Найду. новости о том, что Кеннери фонд, который хочет сделать из него ETF. Хорошая задумка. Вот, кстати, ETF на Хидере это более интересно. На Солане интересно. Но если как будет на XRP, все, продаем, бежим. Так а что Ждете ли он? Почему не коррекцию поздно по... покупать? Где поздно? Он внизу. У него еще тут потенциал полно. Конечно, вот его Что сейчас... поздно-то? Посмотрите, где он находится. Конечно. Даже, Он даже находится, вот я сейчас прям четко технически вам покажу. Смотрите. Вот пики вот этого хая. Вот он его сейчас прорывает. И причем все вот это накопление находится внизу. Он его уже прошел. Вот оно. его кто-то держал и набирал Но его все набирали это по тем же время. ценам, что и вот здесь. Да. Что в 2020 году набирал, также спустил, опять А набрал. я купил дешевле. Я купил по 0,209. Ну, про И Хидеру вы как давно только он... говорите, я знаю. Да. Как я слежу, еще когда я объявили, что будет этот блокчейн Хидера, когда я увидел, кто является разработчиками, а разработчиками являются товарищи из Пентагона, и преподаватели в военной академии по этим, как они там, шифрам и всяким прочим делам. Посмотрите, у меня где-то там публикация есть. Поэтому Хидера очень интересно. Ну и после того, как ее приняли везде, у Хидеры хорошая распределенная бухгалтерская книга, на ней работает фонд этот американский социального страхования медицины, он на Хидере. Ну, очень много чего работает на Хидере, не буду повторяться, я 3 года одно и то же говорю. Кто меня слушал, уже даже 3-4 года уже. Так что Хидеру можно брать смело и не глядя, потому что цена еще все равно вырастет, она еще даже не на той цене, где она должна быть, по идее. Я ее жду довольно высоко. По Хидере цели у меня $2 28 центов. Когда она туда придет, конечно, я уже буду не в рынке, я ее давно продам. Не досижу, я ее продам раньше. Но цель такая. Цель имеется в виду не цель продать, а цель куда придет. Ну, у него в Вот еще локальной то, как минимум до 0,18 он точно добежит. Посмотрите, сам сейчас 0,67. ну, 0,067. Это сколько тут? Даже если просто 100, почти 170%. Это вот в локальной динамике просто. про крипту говорить точно добежит нельзя, точно так же, как Нет, точно не говорить, добежит, и что имеется в виду моя вероятность подружка того, что... точно ни с кем не целовалась. Ну, Это, конечно, нет. Вероятность того, что до единички в этом FIBA локальном дойдет при росте, она большая. Если будет расти, то будет расти сюда. ну да, это как минимум. Это как минимум. Ну и так далее. Про Хидеру поговорили. Надо еще на другие вопросы ответить. Арбитрум и оптимизм. Замечательные блокчейны работают. Все их приняли в оборот. В том числе с удовольствием с ними работает Binance, что меня радует. Открыли они мосты с ними. Практически все кошельки уже подцепили эти EVM. Ну, работают, почему нет? СТРК и ЗК и ЗЗ, и вот эти все ЗЗ последние, которые... Я их старался не смотреть по причине той, что они все молодые пока. Молодые я вообще не смотрю из тех, что я заранее не заметил. А эти я заметил, но они еще пока не показывают такого, скажем так, на графике ничего интересного нет. Как только будет на графике что-то интересное, да, там можно что-то с ним делать. Пока ничего интересного нет. Подглядываю так периодически, но без интереса, без радости, скажем так. Это как в анекдоте, когда Неогаз. да, мужчину все в жизни не радует, денег много, все перепробовал, приходит в магазин, говорит, продайте мне что-нибудь такое, чтобы радовало. Он говорит, ну, давайте мы вам там все что угодно предлагали. Он говорит, у меня есть все, мне ничего не радует.
Ну и там мужичок выходит из подсобки, весь чешется и говорит: а хотите, я вам блошиный цирк продам? Тот: да вы что? Такое бывает. Он говорит: да. Ну и продали ему. Он приходит через 3 дня, дает и говорит: заберите. Что, вам не понравилось? Ну нет, говорит, весело. Он говорит: а почему продаете? Он говорит: не радует. Вот так и меня не радует. Чего вы ищете? Я хочу просто переставить его, чтобы под рукой был в следующий раз чистый, без этого, без станка. Ага, BlackX, отлично. Вот. Давайте я еще по Хевену предупредю людей. 19 числа на Хевене начинается долгожданный аудит. Все, кто купили Хевен, переводите Хевены на кошелек. С биржи лучше убрать. Объясню почему. Если Хевен находится на бирже, с большей вероятностью биржа его посчитает, конечно. Посчитает. Но доверять свои деньги считать другому, это то же самое, что сказать цыгану: возьми, посчитай мои деньги. Поэтому я бы такого делать не стал. Есть кошельки, переводите. Кошелек, который Кли, уже обновлен для аудита. 19 числа начнется, продлится 44 дня. То есть к Новому году они хотят закончить аудит, все посчитать. Ну и с песнями 12 человек набьемся в этот, как он называется, в Запорожец. Баян возьмем и поедем обновлять ХАИ. Я так думаю. По Хевену? Да? А почему нет? Да, почему нет? Давайте я его открою. Где он у меня? Где-то был. О, Да, красота Евгений, какая. да, Евгения. Красота. Heaven, здесь дело не в красоте, у них был эксплойт при цене $7. Начиная от 20 это был первый. Потом они его перекрыли, потом второй раз их сломали на $7. И цена начала падать, потому что Heaven не предназначен для вот этого, вот, ну как это называется, не для дураков монета. Heaven интересен вот чем. Дело в том, что у Heaven есть дополнительные монеты, такие как XUSD. То есть вы у себя купили, где-то на бирже купили Heaven, и можете из них перейти в доллары. Вы можете перейти в биткоины. Эти биткоины XUSD и X биткоин. Это также будет анонимная монета, вы ее можете с кошелька на кошелек перевести, то есть скрыть сам перевод. Его никто не увидит. И вы можете на любой другой бирже, где он там залищен, работает, или на любом дексе, где есть XUSD, биткоин продать, X биткоин, и перейти в UXD, и потом XUSD 1 к 1 меняется на доллар обыкновенный. И никто не видит ваш этот перевод. Вот это ответ как раз на тот, вот многие из вас ищут ответ. А как деньги выводить? Вот задайте себе вопрос. Вот представьте себе, что вы ждете миллион иксов. Вложили $1000 последнюю и думаете: сейчас я заработаю $100 000. Во-первых, как вы это все продадите? Задайте себе вопрос. Как вы это все будете выводить, обелять и так далее. Вот есть некоторые вещи, такие как вот, например, Heaven протокол, как из этого незаметненько выйти. Вот. Это незаметненько. XAR – живой проект, слава богу, и будет он работать. Он только открылся и недавно, поэтому XAR будет работать. У них выходят новости, их команда работает, корейцы, опять же, замечательные. И мне нравится, как они работают. XAR, я последний раз вот была по просадке, я на ней вкупился на все, что там у меня в остатках было. Он у меня лежит, слава богу. Bitcoin Magazine пишет, что, не знаю, насколько это достоверно, что только что биткоин кошелек эпохи Сатоши перевел 2000 биткоинов впервые с 2010 года. Ну, а как рынок напугать? Как вы думаете, каким образом? Чтобы все начали продавать, в этот момент рынок начинает: поедем на шортах, поедем на лонгах. Ну, это песня не совсем далеких трейдеров или ютуберов, как они там называются. Поедем туда.
И вот этот момент испугать рынок, забрать панически с продажи себе и уехать наверх. А вот он тоже. Он замечательный, этот Тайсон, да, у нас это же? Да, Да. Тайсон, да. У него должен быть Что бой с каким-то блогером. с блогером, и Ага. все. Можно деньги ставить, я прям с удовольствием ставлю. Вот это, По- да? Да. Это не этот, как он называется, не Фалькон? М, Александр. Джейк Пауэр. Джек Пол. Ж- Джек Пауэр, Джек ж- Пол. Жалко. Очень похож на Фалькона, и хотелось бы, чтобы Тайсон ему разок-то приложил. Слушай, человеку 60, сколько там уже? 58? Под Да ты 60 лет. посмотрите на него, у него это взгляд уже это не 60-летнего, у него мутный взгляд, ему все равно, куда кидать кулак. Ну, конечно, тем более денег заплатит. Ну да. Все. Есть, Доги в есть, космос. Судебный процесс есть против отменен. монета, есть монета ВЛД, пишут нам в чате, скандального Сэма Альтмана. Есть мысли по ВЛД. монете? По ВЛД. монете, да, ВЛД. о монете, ну, в общем, Подожди, неважно, я, скорее может, всего, что-то не то пишу. VLDW. W. Внизу в самом. У Вижу. вас написано... Не-не-не, вернитесь в чат. Вернитесь обратно в чат, WLD. Вот пожалуйста. это, да? Вернитесь, пожалуйста, в чат обратно, прошу вас еще раз. Да, а теперь в самом верху не интересное сообщение, а весь чат. У вас половина сообщения не видно. Почему? Выше поднимитесь на самый верх. На Вот, самый верх это самый мышку. верх. Еще выше. Нет, на самый... Вон, выше. Вот. А, вот это что ли? Нажмите. Да. Ну куда же вы опять? Интересные сообщения. Вот написано. Ткните вот в них. Да. Чат. Видны А, чат? И вы наверное. видите все сообщения. А когда у вас скрыто, вы видите только непонятно что. В самом низу последнее сообщение. Вот, Монета. WLD. Видите, вы теперь видите. Я вас научил. Спасибо. Отлично. Вот. Куда смотреть? По Binance, пов- наверное. Да все равно, без разницы, куда смотреть. Я к этой монете категорически отношусь отрицательно, совсем сильно отрицательно. Меня эта монета не интересует и интересовать никогда не будет. Причина какая? Первая. Непонятная организация. Непонятно для чего. Снимает вашу роговицу глаза. И непонятно, что происходит далее. Якобы это нужно для аутентификации и все прочее. Все супер. А, Их погнали с Африки, когда они начали это делать. Потому что там начали понимать, что что-то не то происходит. Видно, кто-то занес денег. И тут же разрешили опять всем снимать радужку. Для чего? Для кого? Мы пришли сюда и кричим, нам нужна анонимность, нам нужно, чтобы никто в наш карман не лез, а народ с удовольствием в очередь стоит, чтобы радужку снять. Вы еще сдайте анализы на на всякие там, и самое главное, психиатра справку. Принесите, что вы не совсем сильный дурачок. Но обычно дурачки приносят эту справку. Это называется, это уловка 22. Что если человек говорит, что он дурак, это скорее всего он не дурак. Что такое? Мгм. Да? Муть какая-то. Поэтому на вопрос, что вы держите из альткоинов, для меня большая часть такая же муть. Андрей Феденев. Слово «топил» ко мне не относится. Я никогда ни за какие монеты не топлю. Я еще раз говорю, я в крипту не верю ни в какую. Ну, может быть, немножко в Хэбар, в Хидеру. Но я не верю и не топлю. Я рассказываю те монеты, которые я вдруг неожиданно нашел с интересным сетапом, с интересной возможностью. Я не хочу никого никуда засаживать, потому что я против того, когда люди говорят, купите эту, как она называется, чию, и вы будете миллионерами, она будет стоить 10 тысяч. Вот этого я категорически не приемлю, поэтому я не топил никогда за Волт и никогда в жизни за ВЛД, никогда в жизни топить ни за что не буду. Я сразу всегда, везде говорю, это лично мое мнение, а я сумасшедший, и не покупайте ее, эти монеты, никогда не покупайте то, что вам говорят. И всегда говорю, не верьте людям, которые говорят с экрана что-то. И мне не верьте. Проверяйте все сами.
Я не топлю за монеты. И никогда за них не топил. То, что интересно, я рассказываю. Почему бы не рассказать о чем-то интересном? Вот я нашел, например, несколько интересных монет, я о них рассказал. По поводу ЗИ. Помните, у нас буквально 2 стрима назад я рассказывал про ЗИ, что, скорее всего, в ЗИ это игра. Посмотрите на график. И график показывает, что действительно это игра, потому что график начал расти. Как так получилось, что неожиданно человек продал 2 объема и больше никто не продает? А игра-то, цена-то была внизу на ЗИ, и цена начала расти. Вот. Еще там тоже один в Тонкоин, Тонкоин там какой-то товарищ пишет, что МС разочаровывает в том, что его монеты не летят. Да у меня ни одной монеты нету, я ни одной монеты не создавал. Когда создам свою монету, скажу, это моя монета. И скрывать я не буду. Но у меня другой вопрос. А почему вы слушаете кого-то, прежде чем принимать какое-то инвестиционное решение? Конечно, какой-то Я непонятный вообще не человек, могу понять. Без без лица, без лица, имени, без... без ничего, Да. даже если с именем. Ни в коем случае Нет, так они люди, поступать. потому что люди привыкли с советских времен в 6 утра включать радио, и по радио говорят, сегодня будет замечательная погода. Человек выходит на улицу, а там бам, дождь, снег, ветер, дунул, человек упал в лужу, испачкался домой, вернулся и говорит, ну, наверное, так и будет. Все будет хорошо к вечеру, рассосется. Ничего не рассосалось. Вот все привыкли верить радио, так и тут. Никогда не верьте, проверяйте все, что вам говорят, любые монеты. Я даю только то, что мне лично интересно. На что у меня мой взгляд упал, и я считаю, что я на этом могу заработать. Почему бы мне не поделиться? Если мое мнение не интересно, ну давайте не будем ходить на стримы, будем смотреть этого, как он называется. Биткоин будет 0. Это только мнение, ни в коем случае. А насчет того, что советские привыкли, я думаю, что привыкли гораздо раньше. Вы Если думаете, почитать книжки с не с царских царских, времен? еще с времен Джесси Ливенмора. Я часто вспоминаю эту О, книжку. нет, нет, тогда Еще надо тогда были вспоминать. советчики, которых надо было либо слушать, либо не слушать. Эта история пошла Так, оттуда. нет, И тогда надо в Древний Рим вспоминать, еще когда раньше. Да. Не, я имею в прибегал, виду, когда да, рынок был более или менее начал становиться. рынок, был замечательный рынок, вообще золотом торговали, никаких криптовалют не было, только золото. Есть золото, молодец, нет золота, этим, как он называется, иди в армию. Вот просят посмотреть Авакс и Нер, я вижу. Что-то еще там писали, половину я там пропустил, наверное. Ксар, Вот, живой ли проект? Я уже про Ксар ты КСАР сказал, сказал. да? Да, ВЛД? Евгения, Да, вот. можете ли подробнее рассказать про объемы на паттернах, рассказать, например, о голове и плечи, как он работает с объемом? Запросто. Э, Любой паттерн, любой сетап имеет валидность, то есть подтверждение его. То, что вы на графике увидели, что возможно это голова и плечи, это не всегда так. Потому что все, кто меня знает, знает, что я всегда говорю, ответ всегда в объемах. Если вы увидели сетап и паттерн, он должен подтверждаться объемами, то есть не просто так. Теперь можно просто посмотреть. Если вы мне дадите экран, я попробую экран у вас забрать. А он у вас? Да, вот Сейчас я остановлю только свой. Иван Полунин Секунду. пишет, Фалькона Тайсону катает на изи. Да кто бы Я тоже сомневался. так думаю. Это я Так, пошутил, просто Саша молодец, который так, я крипто отдал вам. Фалькон. Да. Отдали мне? А что вы мне отдали? Ну, я закрыл свой стрим, и у вас есть возможность расшарить экран. У меня теперь есть возможность. Сейчас тогда надо найти эту возможность. Я не знаю, где я. О, я нашел. Так, попробую. Секунду, попробую поделиться. Посмотрю, будет Попробую, видно. попробую Стоп, мне надо мою закрыть поделиться. еще. Секундочку. Вам не надо что Не, у меня закрывать? захват окна есть. Вот сейчас будет. Какой захват Вот, все. окна? Вот теперь у вас окно. Да, отлично. У меня супер окно. Как же заливку-то сделать, чтобы людям не было это? Кто вот знает, как заливку делать? О, отлично. Теперь будем рисовать. Рисовать будем белыми этими полосочками.
Художку закончили, МС? Я, конечно, я рисую этот, как вижу, как этот Остап Бендер. Я художник, я так И вижу. консерваторию, Могу, да? да, могу, да. Вы поете? Да. Смотрите, голова и плечи. О, Господи, а почему у меня черное все? Это похоже на Малевича, если честно, только с двумя точками. Да. Вот. Ну, ладно, тогда я буду по-другому. А вы Не цвет хочется. ручки выберите белый просто и все. У вас ручка черная стоит. Вы думаете? Я вот по старинке буду вот так рисовать. Возьму желтый, чтобы было видно. Допустим, цена рисует непонятно что. И тут в какой-то момент времени вы видите, что цена начинает рисовать голову и плечи. Допустим, это так. Такая голова и плечи. У любой головы и плечи, естественно, если вы видите, первое, что нужно определять, есть ли у нее э, шея и так далее. Это глупости. А не глупости как раз находятся в объемах. Смотрим объемы. Буду зеленым рисовать, чтобы было интересно. Мы же тут. Вот как раз на объемах вы будете видеть, что на голове и плечах, именно на плече должны показываться определенные объемы. Вот они будут примерно таким образом выглядеть. Это будет первый объем. На голове, естественно, объемы будут больше. А вот если мы хотим увидеть, что на объеме, на правом плече, если мы думаем, что это разворотный паттерн, то объемы будут как раз нисходящими и увеличиваться к окончанию самого плеча. В этот момент на графике будет рисоваться продолжение, то есть выход из шеи, уровня шеи и тестирование. Вот как раз момент тестирования, он и будет совпадать вот с этими большими свечами. А именно здесь будет провал в цене. Вот это и есть сетап, который подтверждает валидность. Это может быть на левом плече, он может быть на правом плече. Но всегда одно плечо будет заваливаться перед тем, как будет подтверждаться валидность этого паттерна. Это нужно читать по свечам и смотреть по свечному анализу и объемах. Ну, классический price action. Да, Подтверждение это опять объема, же подтверждение объемом, но при этом лайков там и так далее. еще дальше. Может ли вот это плечо быть уродским? Вот это плечо может быть вот таким даже. И это тоже будет головой и плечами. Вот это плечо может быть, оно будет заключено вот такой нисходящий треугольник. И где-то здесь эта цена выйдет. Она выйдет, тестирует и дальше пойдет вниз на вот этот, на высоту его. Обычно это одна высота, но стандартно это может быть и 7 вниз нисходящих вот этих длин. Иногда спрашивают меня, насколько действительно может цена упасть, чтобы там дальше обратно развернуться. Все очень просто. У нас есть высота головы до шеи. Вот если вы знаете числа Фибоначчи, то высота 0,600, так, 0,618 или 62%, 90%. Вот на эту высоту он может и упасть. То есть цена может здесь вот быть, я ее красным выделю, чтобы было более понятно, куда мы падаем. Вот эта цена, вот это вот движение может быть составлять 62% от вот этой высоты, то есть вот этот маленький кусочек. Он может здесь. И это считается отработкой паттерна. Это чтобы вот просто знали, помимо самих объемов. То есть и объемы тоже будут рисоваться здесь. Только они будут рисоваться вот как-то вот таким вот образом. И все, там даже красный будет объем. Вот это вот надо смотреть. Всегда одно плечо будет заваливаться.
Это то, что касаемо голова и плеч и так далее. Все, я дал вам кран. Мгм. Там что-то еще хотели посмотреть. Авакс Нир. А я не видел, пока рисовал, я не видел. Да, сейчас я его включу обратно. Включите. О, я... Так, Я должен раздать зум. Сейчас, секунду. Евгения видела? Так, раздал зум и Авакс. Если хотите, в следующий раз расскажу полностью все про Фибоначчи. Разные виды, как применять, откуда мерить, докуда мерить, куда пойдет, откуда пойдет. Мгм. Что нужно, чтобы вы поняли, что, как отрабатывает Фибоначчи, как смотреть, где в сделку заходить, где не заходить и так далее. Да, Евгения посмотрела, хорошо. Ну, как говорят, если нет вопросов, я все-таки Есть побегу. вопрос? Был вопрос? Я понимаю, но Или у все меня уже время, уже да? все, у меня прям совсем Угу. сильно. Не обижайтесь на меня, я лучше в следующий раз на дольше зайду и подольше, а вы выберите по десятку этих вопросов, я отвечу, правда отвечу. Я думаю, повторят. Вот видите, просят Евгения по Фибоначчи, повторят. Я думаю, что и монеты, вот кто хотел. По Э, Фибоначчи я расскажу, я про них знаю много, все знаю. Есть некоторые фишки, есть секреты по Фибоначчи. Ну, как секреты? Секреты для тех, кто не знает, а для тех, кто книжки читает, секретов практически нету. А вот есть некоторые фишки, которые применяют трейдеры, когда, например, цена выходит в прайс, когда вы не видите на паттернах, что именно дальше будет происходить, именно Фибоначчи может ответить на этот вопрос. Потому что это не вы цену не видите, не вы видите этот паттерн, но и тот, кто рисует этот график, он тоже не видит, потому что он не знает, в какой момент публичное участие начнется, и дальше просто уже открытый космос. Именно почему в третьем движении, именно в публичном участии уже, как обычно, не бывает институциональных денег. Они в этот момент уже вышли с рынка, все продали. Дальше играют и рисуют цену в космос, рисуют именно физические лица. Все время, все верно, публичное участие. Чего? К чего сделать кран? Публичное участие. Да. Все, я побежал. Всем МС, до спасибо свидания. огромное, что нашли время. Вот. Да, а то меня уже намекают, что Сделаем уже на я... следующую недельку, да, совместный стрим. Я еще обещал показать ребятам, там, кто захочет останется по поводу поиска сетапов своих. А вам огромное спасибо и хороших выходных. Да. Все, спасибо, до свидания. Пока-пока. Так, сейчас я это все подключаю, чтобы не мешало. Так, секундочку, зум-конференция. Все. Что я хотел показать быстро. Были вопросы у ребят, значит, мне писали и в личку писали по поводу поиска сетапов, в основном в работе своими алгоритмами. Ну, в первую очередь, что бы я хотел сказать. Во-первых, к трейдингу, вот еще раз к вопросу о том, кто писал, что я услышал, что там кто-то за что-то топил, и я тут купил, а он никак не вырос. Вот это очень плохая история. Трейдинг – это как искусство. Тут нужны постоянные поиски стратегий, постоянные поиски чего-то нового. Вдохновляться можно хоть книжками, хоть и даже не связанными с трейдингом в целом. Трейдинг исключительно как профессия, ну, на мой взгляд, лично субъективный. Никому не говорю, что это там притча во языцах, но на мой субъективный взгляд, это такая дополнительная второстепенная история и такое увлечение творческое от основного вида деятельности. Это может быть инвестиции, может быть основная какая-то работа или какой-то бизнес-проект. Чисто посвящать себя трейдингу, наверное, делают в основном люди, которые устраиваются работать куда-то в управлении активами, в банки, в фонды и так далее. Там частный капитал и прочая история. Одна из больших, наверное, и главных ошибок считать, что если ты один раз что-то услышал где-то у кого-то и у тебя получилось сыграть в правильном направлении, а это именно сыграть, потому что трейдинг называется игрой на бирже,
а, то в следующий раз получится. Основной успех заключается в том, чтобы делать это стабильно. Чтобы делать это стабильно, это точно не нужно никого слушать. Придется искать эту золотую кнопку или тот самый набор, наверное, инструменталия и внутренней борьбы с самим собой самостоятельно. Потому что по-другому никак. Если не побеждать все негативные внутренние свои эмоциональные вещи, как же страх, жадность и прочая история, то вам это никто не подскажет. От того, что вам сказали, что купите там, я не знаю, Хидеру сегодня, вы ее купили, она пошла в другую сторону, ну, кроме брызгания ядовитой слюной, это ничем не закончится. Теперь по поводу поиска точек входа. У всех свои какие-то варианты развития событий. Кто-то смотрит паттерны, кто-то смотрит price action, вот как сейчас МС показывал, да, есть совокупности различных элементов, кто-то смотрит индикаторы. Отдельно индикаторы, они не дадут вам точного понимания того, что ваш выбор в сетапе правильный, потому что индикаторы, ну, это как все равно, что пытаться понять, куда полетит дальше самолет по его шлейфу. Ну, примерно то же самое, потому что мы смотрим предшествующие периоды и оценить можем только небольшую вероятность того, куда пойдет цена. Соответственно, для того, чтобы найти для себя определенный набор инструментов, вы будете пользоваться, для этого, ну, собственно говоря, отдельные книжки-то по сути и не нужны. Вы можете это сделать просто обратившись там к Google. Инструментарий он разный, и для кого-то кто-то умудряется торговать Эллиотом, кто-то торгует только price action, кто-то использует различные там базы стоповые там, и так далее, кто-то торгует по индикаторам, кто-то использует разные сборки и э, различные подходы к тому, как найти позицию, которая была бы успешной. Ну и наибольшее количество позиций, которые вам удастся найти, в отличие от наименьшего количества неуспешных сделок, ну, это вот будет и ваш постоянный результат. Но к этому нужно прийти, это не делается за один день, это точно не делается на чьих-либо показаниях. Можно покупать уроки, можно бесплатно их получать, можно как угодно приходить к тому, чтобы у вас всегда был какой-то коэффициент прибыли. Можно накапливать свои портфели в альтах, если вам нравится это делать, и вы следите за проектами, что за ними стоит и кто за ними стоит. Можно торговать, как я, исключительно активами, которые пользуются институциональным участием. Да, это может быть золото, это может быть биткоин, либо компании, связанные с золотодобычей, либо это может быть что-то связанное с РИИТом и так далее. Для того, чтобы найти сделку, я использую собственные сборки. На то, чтобы их сделать, ушло достаточно длительное количество времени. Я уже не буду сейчас повторяться, я показывал, как настраивать свои индикаторы. Но в целом у него множество различных показателей настроек. Ну, я для себя выбираю, чтобы у меня на графике за определенный период времени, например, если я торгую 2 часами, хотя бы за несколько месяцев предшествующих, выпадало больше 75% профитных сделок предшествующих. Тогда я оцениваю, что у меня тот самый небольшой процент вероятности, что следующая позиция откроется, тоже правильно, он присутствует. Можно брать 100, можно брать 70. Вот тут буквально можно там тыкнуть вот в кнопочку, и появится 100% сделок. Просто их будет меньше за 2 месяца. Вот и все. Ну, можно оставлять и так, и искать большее количество сделок, чтобы не пропускать сетапы. Когда вы работаете на определенном таймфрейме, работа только на одном графике, она недопустима. Я думаю, что большинство из вас уже это знают. На младшие часы мы смотрим через призму старших. То есть, если я ищу сделку здесь на 6 часов, ну, например, алгоритм дал мне сигнал вот здесь. Причем дал только один индикатор, SM, да, да, только SM дал сигнал, вот, и здесь он давал, ну вот он, допустим, дал. Вот это сверну, чтобы было больше видно. Прежде чем я буду заходить в эту сделку, где мой инструментарий? Во-первых, я посмотрю, что у меня происходит на индикаторе код B, потому что здесь основные импульсные, ну не то что основные, одни из основных импульсных и трендовых индикаторов, которые мне покажут, какая будет цена. Сразу обращу внимание, что у меня используются два индикатора, потому что я понял, что одного недостаточно. Один это как раз-таки тот самый Price Action, который работает по технологии Smart Money. Мне легче, чем вручную выстраивать, условно ставить классические свечи и искать там, ну вот как здесь, например, да, сейчас даже покажу, искать там вот такие разрывы, условно ордер блоки, да,
вот искать вот такую вот историю на каждой свече. Во-первых, я работаю на графике Heiken-Nash, он мне удобен. Мне легче было найти множество различных индикаторов, оплатить это программисту и сказать, слушай, сделай мне вот так. Дальше протестировать это несколько месяцев, понять, что для меня все, что касается того, как это работает, ну, меня это устраивает. Я вижу, какая идет работа, добавить туда дополнительные сборки. То есть не просто так, чтобы работал чисто price action, а еще добавить, например, sequential сюда. HMA тренд добавить сюда для того, чтобы сгладить негативные последствия, да, потому что ошибки появляются. И автоматически включать просто и видеть. Для меня так удобно. Кто-то это делает вручную, по старой закалке. Вот я знаю, что МС вручную отрисовывает, но при этом у него тоже есть индикаторы, свои там сборки, которые он смотрит. Кто как, кто во что гораст. Вот если я увидел какой-то сигнал, для того, чтобы получить его подтверждение, ну, во-первых, абсолютно прав МС, торгуем мы всегда с тем, что смотрим, какой будет объем, растет он или нет. Соответственно, для этого мне необходимо... Где у меня здесь объем? Его нету здесь, наверное, на графике. Сейчас я поставлю объем. Где-то здесь должен быть объем. Так мне его проще найти. Я буду смотреть, растет объем или нет. Я вижу, что объем растет. Я посмотрю на младшие часы, что происходит с объемом. Будет у меня подтверждение или нет. Я посмотрю на младшие и вижу, что объем рос, начал расти. Одно подтверждение есть. Отлично. На младших часах я вижу, что есть остывание. То есть у меня это будет один из звоночков того, стоит ли заходить или нет. Я вижу, что нарисовался ордер-блок, нарисовали бычью ликвидность. Это хорошо. Это значит, что в какой-то момент быки возобладали, отрисовали ликвидность и стали толкать цену вверх. Но уже 8-я свеча по часу, соответственно, может быть разворотная динамика. Не факт, что вот такая инерция продолжится. То есть это будет определенный такой подход с весами. Что за показывает мне график, что показывает против. Также разделю 2 часа на 4, потому что 4, как ни странно, очень хорошо работает. То есть если вы смотрите час, например, 15 минут будет очень хорошо вам показывать, когда заходить. Если вы смотрите 2 часа, посмотрите 30 минут. Я посмотрю на 30 минут. На 30 минутах уже завершение. Я могу побояться заходить в эту сделку, даже с учетом того, что есть кроссовер, и 30 минут показывает рост небольшой, но все-таки рост объема. При этом у меня была неопределенность и показывала завершение движения свечи 9, вот здесь по секвеншалу. Для того, чтобы понять, продолжится ли движение или нет, в такой ситуации мне нужно посмотреть на старшие часы. Я начну с 6 часов, даже может быть с 4, по-разному. У меня практически все таймфреймы присутствуют, и я увижу, что происходит на 6 часах. Ну, давайте 4, сейчас будет видно. 4, потом 6. На 4 часах у меня первая зеленая свеча. На 4 часах у меня показывает, что начался разворот в зеленом засвете индикатор Хала, алгоритм Хала. Все хорошо, все кривые сетки Мэй-Риббон находятся внизу. Это значит, у меня есть подтверждение, что старшие часы продолжат свое движение независимо от младших, хотя и младшие могут их сломать. Но слома пока еще не видно. То есть свеча недостаточно большая, но она, по крайней мере, есть. И объем начал расти. То есть он был здесь внизу, чуть-чуть прирос. Дальше смотрим 6 часов. На 6 часах свеча уже получше. Тоже первая, большая. Но на 6 часах мы уперлись... Вот она картина, нужно всегда обращать внимание, что касается этого индикатора Smart Money, да, в принципе, этой технологии, есть справедливая зона справедливой цены и есть движение от зоны справедливой цены до хаев. Здесь подрисовано как раз-таки наибольший интерес медведей. И до лоев здесь, вот был написано, это зона, в которой наибольший интерес быков. Соответственно, цена от этой зоны оттолкнулась и двигается с попыткой пересечь зону справедливой стоимости. Такой шанс сохраняется, потому что все экспоненциальные, то есть вся сетка MyRibbon находится внизу, и у нас первая свечка. И у нас есть рост объема, причем была стагнация объема, посмотрите. Была стагнация объема вот здесь, на протяжении 4 периодов по 6 часов, и начинается первый рост. Значит, потенциал того, что рост продолжится, он сохраняется. Дальше я вернусь обратно на 2 часа, либо посмотрю еще на всякий случай дневку, потому что дневка, она всегда более актуальную информацию мне покажет. На дневке я вижу, что первое, объем начал расти, второе, сетка находится внизу, третье, на дневке был сигнал, вот он, причем достаточно такой хороший, потому что очень много отрисовано бычьей ликвидности. И у меня только 5-я свеча, значит потенциал до 9-й свечи у меня еще есть.
Возвращаюсь на 2 часа, свернем объем и посмотрю сюда. Здесь я вижу денежный поток, я вижу, что трендовый алгоритм TrendScore разворачивается. У меня есть неопределенность по стохастическому RSI, хотя он и зеленый, но он смотрит вниз. Не очень хорошая история. Но я вижу, что у меня моментум, индикатор импульса растет вверх. И дифференс моментум, оранжевая кривая, тоже растет вверх. И все это на бычьем денежном потоке. И на предшествующем периоде у меня нет кроссовера, есть через один. То, что нет на предшествующем, плохо. Но через один он был. Значит, кривые моментума пересекались, намекая на то, что импульс завершен, медвежий. То есть вот здесь завершен медвежий импульс, соответственно, идет разворот на, ну, как бы вот здесь он завершился, а здесь разворот на бычий импульс. Можно заходить в сделку. Дальше. Зайти в сделку недостаточно. Достаточно еще знать, когда из нее выйти. Всегда должен быть план. Ну, во-первых, никто не отменяет риска менеджмента и мани менеджмента. Не нужно никогда торговать всем депозитом. Я говорю о внутридневной торговле. Я не говорю о накоплении, потому что, как я сказал в самом начале, инвестиционные стратегии, где у вас есть кошелек, и вы что-то накопили, там, ну, условно, биткоин, или купили какие-то еще активы, да хоть облигации федерального займа, не имеет значения. То есть у вас есть инвестиционный капитал и есть капитал, который вы используете для трейдинга. Часть этого капитала у меня это 10% всегда. 10, максимум там 15%. А редко, когда доходило до 20%, это уже, я считаю, повышенным риском. Поэтому всегда 10% он самый оптимальный от общего вашего капитала. Это та часть, которую вы понимаете, что вы можете ее потерять. Но опять-таки, основной принцип торговли – это не то, чтобы получить прибыль. Основной принцип торговли – защитить свой депозит. Вот ошибки, первые шаги, первые ошибки, которые были сделаны у меня, это именно с этим и связаны. Это отсутствие какого-либо понимания в том, что защита депозита является первоочередной задачей. Если мы торгуем в течение дня, то мы точно не поднимаем свою пятую точку от монитора и всегда за ней следим, либо у вас есть какие-то автоматизации для того, чтобы это сделать, и вы точно им доверяете. Либо у вас проставлены сигналы, их можно поставить, да, на любой индикатор, неважно этот или какой-либо еще, и, соответственно, добавляете алерты, и у вас придет сигнал, здесь даже можно прописать Telegram-бота, и у вас придет сигнал в Telegram даже, помимо того, что в мобильную версию TradingView вы тоже получите такой сигнал, что вам нужно остановиться. Как я останавливаюсь? Выход был найден случайно, он был найден при разработке автоматизации как раз-таки. Мы пытались понять, как правильно зайти в сделку на входе и как правильно выйти из сделки. И вот в этот момент алгоритмы нашей сборки, они показали очень идеальную просто картину выхода из позиции, независимо от того, что вы можете потерять всю вот эту динамику. И у вас больше не будет сигнала. Никогда не нужно жалеть о том, что могло бы быть. История не любит сослагательных. Есть такое хорошее выражение. Вот смотрите, мы зашли в сделку, у нас есть на этом алгоритме, можете найти похожие алгоритмы, либо сами свои собрать, либо к этому получить доступ, без разницы. Тестовый доступ бесплатно, всегда можно получить и пользоваться. Есть выходы в двух случаях. Один выход – это изменение цвета свечи, High Ganesh. Второй выход – это изменение параметров алгоритма Difference Momentum. Обязательно у меня здесь стоит using стандарт вот это OHLC. Это говорит о том, что график Heikenäsch, он всегда показывает усредненную стоимость. И для того, чтобы правильно работала стратегия, необходимо включить эту галочку. Вторая галочка показывает, чтобы сигнал происходил на той самой свече, на которой есть. То есть не после закрытия, а в момент закрытия прямо на эту же свечку ставился сигнал. Это один из важных моментов. И обязательно в настройках, если вы работаете с Heikenäsch и вам удобно с ним работать, вот здесь есть галочка Real Price. Обязательно поставить, чтобы Heikenäsch отображал реальную стоимость здесь справа на шкале. Дальше. Цвет свечи sequential поменяет только тогда, когда она действительно развернется. То есть вот первая медвежья свеча. Независимо, вы можете выбрать либо одно, либо второе, но я выбираю оба варианта, чтобы не пропустить вот такие подобные движения. Первая свеча, например, зашли в сделку, все, просмотрели старший таймфрейм, младший таймфрейм, приняли все риски, своим мани-менеджментом определили количество позиций, в которые вы заходите. Я не использую стоп-лоссы именно по той причине, что я знаю точно, когда я выхожу. Мне не нужен стоп-лосс. Я точно знаю, когда я выйду.
Даже если сделка была неудачной, сигнал был неудачный, я зафиксирую безубыток или свой убыток, никогда не буду ничего ждать. Это тоже одна из важных ошибок. И первая потери депозитов у меня были именно с этим связаны, причем на альткоинах. Альткоины падают очень резко, очень сильно. Я думаю, что ни для кого это не новость, не секрет. И вот в момент, когда альткоин падает, мы все думаем, что ой, да это вот сейчас просто там маркетмейкер или там манипулятор что-то придумал, сейчас все выпрыгнут, а я вот такой умный, я дождусь, цена вернется обратно. Да, такой шанс есть, такая вероятность есть. Но она ничтожно мала и ставит под риск ваш депозит. То есть либо ту часть депозита, которую вы торгуете. Если по вашему плану у вас есть точное понимание, когда нужно выйти, нужно выходить. Ни в коем случае не ждать. И очень большая ошибка, лично по мне, это усреднять позицию. Очень плохая история. Усреднение накопления своего, например, вот я купил биткоин, я купил первый раз его по 23, потом я купил его второй раз по 44, и третий раз я его купил по почти под 60. У меня средняя 40 тысяч на биткоине. У меня депозит уже удвоился за это время, я спокойно сижу и жду, когда я буду разгружаться. У меня есть план, как я буду разгружаться. Вот то же самое и здесь. Теперь обратите внимание вот сюда. Вот здесь есть значение Wave Difference. Ну, цвет свечи и так видно. 18, 22, 15, 7, 4, 1. На этой свече уже минус 2. То есть, если вот эта свеча была бы не инерционной и не было бы попытки пройтись через вот эту желтую зону, это зона справедливой цены на 2 часах у актива, и он бы нарисовал вот такую черную свечу, ну, красную, я бы вышел из позиции, поскольку здесь минус 2 и уже надо выходить. Но цвет свечи не поменялся, значит, есть шанс, что будет инерционная следующая свеча. Причем вы этот цвет свечи увидите только на этой. Эта свеча нарисуется тогда, когда откроется вот это. Это понятно, надеюсь. Открылась свеча, минус 2. Здесь было минус 2, здесь минус 2, следующая свеча уже сохраняется минус 2. Не смогли преодолеть зону справедливой стоимости. Следующая свеча минус 8. И теперь вопрос закрытия. Раз минус 8 и черная свеча, ну увижу я ее вот на открытии этой свечи. Причем она откроется зеленой. Дальше я принимаю решение, рисковать мне, ждать, что зону справедливой стоимости пробьют, потому что видно, что она проходит. Можно и подождать. Но вот здесь у вас минус 4, и тут опять. Видите, это ну как бы стандартная манипуляционная история на рынке. То есть идет борьба между быками и медведями, и такая история появляется. Либо крупный игрок играется, либо боты играются, все что угодно. Соответственно, я для себя принимаю решение, выходить или не выходить. Если я зашел в эту сделку вот на этой свече, где-нибудь на откате, вот тут. Здесь, на этой свече, я увидел, ну вот она открылась, соответственно, вот здесь. Я уже понимаю, что у меня даже с учетом того, что я заплачу комиссии тейкера, мейкера и так далее, у меня я использую не больше пятого в плеча, и то это очень редко. Обычно третье плечо в лонги, второе полтора в шорты, ну либо 5-3, вот так, не больше пятого плеча. Потому что все остальное несет непомерный риск, особенно если мы торгуем крипторынком и биткоином, где цена может двинуться на 5-10% буквально в течение там 2 часов. Это большой риск. Соответственно, я понимаю, что даже если я с третьим плечом зашел, я забрал за одну сделку, соответственно, сколько здесь получается? 7,5%. 7,5%, полпроцента отдал на всякие там комиссии, все достаточно. Я уже точно понимаю, что здесь я выйду однозначно. Я не буду ждать, даже с учетом того, что здесь может быть дальнейшее движение. Появится еще один сигнал, я зайду. Не появится, я не зайду. Опять-таки, одного сигнала недостаточно. Я смотрю в совокупности, я смотрю, где сетка MyRibbon, я смотрю, где зона интереса и отрисована ли новая ликвидность. Да, вот как здесь, я уже сказал о том, что вот в этот момент здесь рисовалась ликвидность, причем ее две. Смотрите внимательно. Первая ликвидность была нарисована вот здесь, и вторая поверх нее нарисовывается за 4 свечи до этого, вот тут. А это классическое отслеживание движения цены по так называемой технологии Price Action, когда ты смотришь за ценой в реальном времени. Еще хорошо бы, конечно, смотреть стакан параллельно, но я это делаю крайне редко, потому что нет смысла на него смотреть, если ты торгуешь уже по определенной стратегии, тебе лишняя информация может только тебя запутать. Поэтому я не смотрю на стакан. Есть люди, которые торгуют по стаканам, я на них не смотрю на стакан, я смотрю на объем. То есть объем, один из важнейших показателей, price action,
то, что называется smart money, фактически технология, это работа непосредственно с самой ценой, это уже исключает необходимость работы со стаканом. Ну и дальше уже свои сборки алгоритмов и свои настройки. Все, дальше я могу смотреть на свечные паттерны, еще параллельно иногда открываю, конечно, классические японские свечи и смотрю, есть ли какие-то паттерны, ну, стандартные. Да, ну вот увидел, вот, пожалуйста, вот вам паттерн. Увидел, ну, значит, порастем пару-тройку свечей. Условно, их там множество, можно в интернете найти целую табличку, повесить ее перед собой и смотреть. Но, опять-таки, это выбор каждого, и делаю я это достаточно редко. Так, что еще хотел рассказать? В принципе, вот это, наверное, основные вещи, на которые стоило бы обратить внимание. Ну и, наверное, в первую очередь, да, это именно риск-менеджмент. Обязательно надо понимать, сколько вы готовы вкладывать в каждую сделку и какой процент с нее должны быть, можете потерять. Ну и работа над самим собой, потому что многие люди боятся, если видят, например, у себя на бирже, там, я не знаю, 10 тысяч долларов. И всем страшно, это же целый миллион рублей. Я могу его потерять. Если вы выделили для торговли, вы уже отработали на более низких мелких депозитах, у вас есть потери, вы понимаете, где были ваши ошибки, вы проанализировали все свои действия, вы поняли, что тут у вас сыграла жадность, тут у вас сыграл страх, тут рынок качнуло вправо или влево, вы побежали быстро закрывать позицию. Это было у меня. Это было у меня, это было у всех. Нет человека, увлеченного рынком, неважно, это инвестор, который торгует свинг-стратегией или позиционной торговлю, или это скальпель или внутридневной трейдер, неважно, каждый из этих людей на 101 даже процент, хотя так не очень хорошо говорить, но 99,9 это точно люди, которые совершали ошибки и теряли средства на рынке. Потому что если вы не потеряли деньги на рынке, вы не поймете, как он работает, а самое главное, вы не поймете, в чем его главная фишка. Вы боретесь не с быками, не с медведями, не с манипулятором, не с институциональным капиталом, вы боретесь сами с собой. И пока это не произойдет, эта победа над самим собой, не получится торговать. Не нужно смотреть в графике и пялиться целый день. Это не даст вам, ну, то есть это в конечном итоге просто замылит глаз. Нужно обязательно стараться, ну вот по мне так, то есть есть бизнес-проекты, один, второй, который постоянно точно приносят тебе деньги, и ты точно понимаешь, что у тебя все тылы прикрыты, у тебя есть финансовая безопасность, ты можешь позволить себе участвовать в торговле, торговать и дополнительно увеличивать свой капитал, дополнительно делать прирост. Еще важно, если вы заработали что-то, не нужно пытаться там сложным процентом все это набрать, если вы не инвестор. Необходимо с биржи выводить средства, обязательно. Выводить причем не в тезер в какой-то для того, чтобы что-то закупить, а выводить для того, чтобы что-то купить реальное. То, что можно пощупать, то, что можно потрогать, то, что можно применить для себя и для своей семьи. Вот на сегодня, наверное, все. Ребят, спасибо все, кто были. МС тоже большое спасибо. Я думаю, что мы с вами постримим уже либо с Хайнаня, либо с Гуанчжоу. Сейчас будет большая такая поездка. Причем Хайнань по бизнесу, Гуанчжоу уже для отдыха. Ну, тоже бизнес, частично для отдыха. Дальше потом я улечу на Пхукет на 2 недели. И поэтому каждую неделю стараюсь один стрим. Либо МСа пригласим, либо кого-то еще из друзей, кто придет посмотреть. Дальше будем стримить уже оттуда. Если не затруднит, очень поможет, если вы поставите лайки под эту трансляцию обязательно, потому что алгоритмы YouTube очень хотят, чтобы была достаточно большая активность. Вот, поэтому пролайкайте, подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, все ссылки есть в описании, также есть ссылочки на МС, если вы слышите или видите его в первый раз, также есть ссылка на его новостной канал и ссылочка на его платформу на Бастион. Вот, туда тоже рекомендую подписаться. На Твиттер у нас он тоже появился. На Твиттере, кстати, сейчас показываю, у нас есть проект с партнерами, который на базе индекс рейта делается сейчас целой командой. Мы работаем над технологиями оценки временных рядов. Я туда публикую иногда то, что сейчас у нас тестово показывают наши библиотеки генеративных сетей и прочие нейронки, которые показывают нам потенциал движения. Очень неплохой пока показывается результат, но работа еще ведется, она есть, поэтому здесь ни в какие каналы я это не публикую, только специально делаю это на Твиттере, так что рекомендую на Твиттер тоже подписаться. Вот, на этом, я думаю, наверное, все. Вот, всем спасибо, кто был сегодня на канале.
Вот. Напишите комментарий, это тоже поддержит трансляцию. Ну и тем, кто смотрит, особенно будет смотреть в записи, тоже обязательно что-нибудь прокомментируйте, пролайкайте, чтобы просто наше сообщество росло и было больше интересантов, с которыми мы сможем поделиться опытом. А если у вас есть какой-то ваш личный опыт, тоже интересно было бы послушать, обязательно пишите. Вот. Будем стараться на него отмечать абсолютно серьезно, разбирать какие-то ошибки, ваши, свои, и ну, я своих как бы не хочу скрывать, потому что это важно. Именно для этого был создан канал, для того, чтобы делиться опытом. Ну и до новых встреч. Всем спасибо. Пока.